Скажу честно, я не веду bullet journal в идеале, не встаю в 5 утра и не пользуюсь Notion. Но у меня есть система, которая помогает мне сохранять фокус, расти в работе и не срываться. Всем привет, меня зовут Ника, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, что позволяет мне держать фокус на своих проектах, не срывать дедлайны и быть продуктивной, используя всего 3 инструмента. Я знакома с ситуацией, когда в голове много задач и планов, и ты постоянно находишься в тревоге от того, что боишься упустить или забыть что-то важное. Но когда выполняешь даже все задачи хаотично, все равно в конце дня складывается впечатление, что ты не сделал ничего полезного и продуктивного. Так родилась моя система планирования, которую я улучшаю вместе с ростом количества задач, которые нужно выполнить. Для этой системы нам понадобится всего 3 элемента: ежедневник, приложение Obsidian и телефон с таймером или будильником. Ежедневник я использую для планирования и контроля выполнения задач. Приложение Obsidian помогает мне держать фокус и структурировать мои заметки. Ну а телефон с таймером или будильником я использую для того, чтобы не теряться и не отвлекаться. А теперь давайте я вам подробно расскажу и покажу, как я использую каждый из этих элементов и как они работают вместе в системе. У меня обычный ежедневник на кольцах. Когда нужно, я добавляю листы, либо убираю их. Это очень удобно. Само ведение ежедневника меня успокаивает, поэтому я рисую его для себя сама. Если вам такой вариант не подходит, то вы можете использовать любой другой ежедневник, блокнот, да даже обычная тетрадка подойдет. После того, как я сделала для себя недельный разворот, которым пользуюсь уже на протяжении, лет 3 не соврать, я начинаю свое планирование. У меня есть лист, в который я выписываю все то, что хочу сделать на неделе. После этого я выписываю в расписании регулярные задачи, которые происходят всегда в одно и то же время, в один и тот же день, либо какие-то мероприятия, которые уже запланированы и имеют свое место в календаре. И только после этого я начинаю выписывать задачи из плана на неделю. Если я вижу, что мне предстоит сделать очень много всего, я выписываю себе в план обед и время для отдыха. Ну вот и все, план на неделю готов. Тут важно помнить, что количество задач, которые вы можете выполнить за день, это вопрос индивидуальный. В плане на день я стараюсь не выписывать больше, чем 4 задачи, потому что на собственном опыте я знаю, что 4 — это оптимальное количество задач, которые я способна выполнить за день. Какое оптимальное количество задач именно для вас, вы сможете выяснить путем проб и ошибок. Поэтому пробуйте и находите оптимальное количество задач, которое будет подходить под ваш ритм жизни. Ежедневник позволяет вам наглядно увидеть, сколько дел вы сделали и сколько еще вам предстоит сделать. Вы сможете также увидеть, сколько из запланированного вы перенесли или вообще отменили. Ну и, наконец, с помощью такого нехитрого трюка вы наглядно увидите, на что и куда уходит ваше время. Плюс, когда вы выписываете задачи в ежедневник, у вас снижается тревога от того, что вы можете что-то забыть. Поверьте, хранить задачи в голове гораздо сложнее, чем просто выписать их на бумагу. А теперь инструмент, который я открыла для себя сравнительно недавно, это приложение Obsidian. Это бесплатное приложение, которое вы можете установить себе на телефон, на компьютер, на iPad, на все что угодно. И единственное, о чем я пожалела, когда начала им пользоваться, это то, что не открыла его для себя раньше. Краткая справка. Раньше я думала, все вот эти вот Notion, Trello, Digital приложения для планирования и так далее, это вообще все не для меня. На самом деле секрет был в том, что мне было просто неудобно ими пользоваться. Я до сих пор остаюсь при своем мнении, что лучший вариант для ведения дел — это обычный бумажный ежедневник. Тетрадь, блокнот, все что угодно. Но вот что касается работы с заметками, тут Obsidian просто нет равных. В интернете полно роликов о том, как можно пользоваться этим приложением на профессиональном уровне, и я каждый раз тоже открываю для себя что-то новое, изучаю разный материал, пишу коды, прости господи. Но на самом деле это совсем не обязательно, и на базовом уровне вам ничего из этого не пригодится. Но давайте я покажу вам самый простой способ, как вы можете пользоваться Obsidian на моем примере работы с клиентами в коучинге. Сейчас я на вымышленном примере покажу, как работает это приложение. Представим, что мне нужно визуализировать работу с клиентами. Для этого я создаю канву, в нее добавляю нужную мне информацию. Я добавляю имена клиентов, материалы, которые могут мне пригодиться в работе. Это могут быть какие-то книги или, например, списки домашки, которые я планирую им дать. Напротив каждого клиента я пишу кратко, с чем именно мы работаем. Далее мне нужно создать отдельную страницу под каждого клиента. Для этого я помещаю название страницы между квадратными скобками. 2 скобки в начале и 2 в конце. Чтобы страница создалась и мы могли с ней работать, нужно просто кликнуть на нее. Теперь внутри этой страницы я напишу более конкретно про контракт, насколько он сессий и цель, к которой хочет прийти клиент за это время. Для удобства я распишу себе график встреч. Я не буду использовать сторонние плагины, потому что в этом нет необходимости на начальном уровне. Для того, чтобы появилось окошко, где мы потом поставим галочку, нужно щелкнуть правой кнопкой и выбрать абзац «Список задач». Сверяюсь по календарю по датам и можно переходить дальше.
Теперь внутри этой заметки мы можем добавлять еще заметки. Более подробно про каждую сессию, более подробно про домашку, о чем говорили, что обсуждали, мои замечания, которые я хотела бы подсветить в будущем. В этих заметках можно писать все, что угодно, делать неограниченное количество ссылок на заметки, которые все так же создаем через квадратные скобки, и вуаля, вы восхитительны. Чем дольше вы пользуетесь Obsidian, тем больше становится ваш граф. Он показывает вам связи ваших заметок, поэтому важно линковать их между собой. Если у вас в голове есть связь, она также и отразится на примере ваших заметок, которые вы пишете. Obsidian помогает мне хранить информацию, открывать ее на любом устройстве, на котором мне будет удобно. Помогают создавать связи, которые на первый взгляд кажутся неочевидными, и оставаться в фокусе. А теперь давайте вам расскажу, какую роль в этом всем играет мой таймер или будильник на телефоне. Когда мы ставим перед собой задачу или привычку, давайте за пример возьмем ежедневное планирование, бывает сложно о ней вспомнить, потому что раньше мы этого не делали. И тут нам на помощь приходит телефон. Допустим, я хочу каждый вечер заниматься 15 минут ежедневным планированием. Тогда я ставлю себе будильник на 9 часов вечера с напоминанием «Открыть ежедневник». Вуаля! Теперь у вас есть напоминание. Если вы смотрели мой ролик про книгу «Атомные привычки», где-нибудь здесь я оставлю вам ссылочку на него, вы уже знаете, что одним из первых шагов для того, чтобы привить любую привычку, должен быть сигнал. Так вот, наш будильник с напоминанием — это и есть тот самый сигнал. Теперь нам нужно как-то сфокусироваться на том, чтобы заниматься ежедневным планированием. И тогда нам на помощь приходит обычный таймер на телефоне. На самом деле есть много приложений, которые помогают отслеживать, были ли вы в фокусе или нет, поднимали ли вы телефон во время выполнения задач, но тут в этом нет необходимости, достаточно обычного таймера. К примеру, мне нужно написать план работы с клиентом или, например, написать новый сценарий для ролика. На это мне понадобится минут 15-20. Тогда я беру свой телефон и ставлю таймер на 15-20 минут. Параллельно с этим отключаю все уведомления, которые могут меня отвлечь. Единственный шаг, когда я могу ответить кому-то на сообщение или, например, ответить на уведомление, это взять телефон в руки после того, как таймер прозвенит. Если я не отвечу в течение 15 или 20 минут кому-то, я думаю, что ничего страшного не произойдет. После того, как прозвенит таймер, я наконец могу взять телефон в руки и посмотреть, кто жаждал моего ответа, сколько тонн рилсиков мне отправила моя лучшая подруга в Инстаграме. Я беру для себя перерыв, это может быть 5 минут или 7, и эти 5-7 минут мне нужны для того, чтобы я отдохнула, то есть, соответственно, работой я в это время не занимаюсь. После перерыва, если необходимо, я ставлю себе новый таймер. Например, если я пишу сценарий для видео, это всегда гораздо больше, чем 15 минут, и поэтому я ставлю себе новый таймер на 15-20 минут, затем также возьму перерыв, это называется метод помодоро, я думаю, что многие о нем слышали, это действительно работает, и я буду делать это до тех пор, пока задача не будет выполнена. Эта система проста во многом благодаря тому, что не требует много усилий. Ежедневник помогает вам наглядно увидеть пласт работы на неделю, сколько задач вам предстоит выполнить и сколько задач вы уже выполнили. Сам факт проставления галочек у задач, которые вы уже выполнили, приносит внутреннее удовлетворение и повышает уверенность в себе. Obsidian помогает структурировать всю информацию, которую обычно мы обрабатываем просто в своей голове. Помогает составлять связи, хранить информацию независимо от того, что она из себя представляет. Это файл, текст, фотографии, да, все что угодно это может быть. Таймер и будильник на телефоне помогают нам держать фокус на важном и также служат как напоминание о задачах, которые привязаны ко времени, будь то начало обеда или просто открытие ежедневника, чтобы свериться с намеченным планом. Это моя система планирования, которой я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет, и для меня она работает эффективно. Напишите, какой из этих элементов показался вам наиболее интересный, какой из них вы хотели бы попробовать и внедрить в свою систему планирования. Может быть, у вас есть какие-то свои интересные инструменты. Мне будет очень интересно почитать. На этом мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Я прощаюсь с вами до следующего ролика. С вами была я, Ника. Пока-пока.